Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Несколько месяцев назад я делала вот такую вот наволочку на подушку, и я сегодня собираюсь сделать к ней пару. Я тогда сделала две вот таких заготовки из сшитых вместе разноцветных квадратиков, и одну отложила, потому что некогда мне было делать еще одну такую же наволочку. Но я буду делать не точно такую же, с другими вышивками, поэтому я решила снять процесс. Ну, я вообще стараюсь снимать все, что я делаю в рукоделии, поэтому решила, что ну почему бы и нет. Сделаю еще одну похожую, но не точно такую же наволочку. Нитки, которыми я буду вышивать, я часто показываю в своих вышивальных видео. Это нитки из мерсеризованного хлопка, и это коко, ирис, ну и любые нитки, которые вот по толщине примерно одинаковые, совпадают. Я пробую, покупаю разные, какие-то вообще просто потом выкидываю, ну не выкидываю, а откладываю в дальний угол, потому что они вот не подходят для такой вышивки, потому что либо трение очень сильно, их сложно вытянуть из ткани, либо они мохнатятся как-то и не очень подходит для такого плана вышивок. Лучше всего, конечно, смотрите, подбирайте мерсеризованный хлопок, смотрите, чтобы было это написано. Я сейчас вышиваю швом, одна из вариаций шва полистрина. У меня есть отдельное видео с этим шовчиком, но я решила и здесь тоже показать, потому что я в любом случае вышиваю этим швом. У него есть несколько разновидностей, и если вы заинтересуетесь, то можете посмотреть отдельное видео про этот шов. Я оставлю ссылочку в описании к этому видео. А здесь только скажу, что этот шов считается узелковым, потому что, как вы сами видите, такие узелочки завязываются. Мне он очень нравится. Я вообще-то при вышивальных видео, чтобы не затягивать вот время, да, просмотра, я делаю ускоренное видео, ускоряю в 2 раза. Если вы не успеваете, не понимаете, как это делать, то на любой платформе, на которой вы смотрите, вы можете изменить в настройках скорость воспроизведения. Для этого надо нажать шестеренку в углу экрана и выбрать скорость и увеличить или уменьшить в 2 раза, в зависимости от того, что вы хотите сделать. Следующий шов я часто использую, это один из базовых швов декоративных, называется тамбурный шов. Ну, тут я не знаю, что про него сказать. Я его практически в каждом вышивальном видео показываю, потому что я его часто использую. Но для тех, кто впервые у меня на канале, кто только начал учиться вышиванию, я рекомендую освоить этот шов, потому что он действительно и быстро шьется, вышивается и выглядит очень симпатично такой косичкой. Дальше идет тамбурный стежок, то есть тот был тамбурный шов, а этот тамбурный стежок. Или по-другому называется петля с закрепом, потому что я делаю такую петельку, и потом маленьким стежочком незаметным его закрепляю, этот стежок. Я на нем долго останавливаться не буду, потому что, ну, в принципе, практически то же самое я уже показала, но только с тамбурным швом. В принципе, когда они вот так вот, эти стежочки расположены по кругу, тоже выглядит симпатично, но я решила сделать, вот я как-то показывала в одном из своих видео такой вот финт ушами. Вот смотрите, зацепляю за в серединку между петлями, вставляю иголку, захватываю нитку с одной стороны тамбурного стежка и с другой стороны. И вот так вот соединяю. Я нитку взяла красную в 2 нитки, чтобы у меня поярче было вот это вот, ну, красненькое пятнышко. И смотрите, какая получается красота. Все вот эти вот шовчики между собой, когда объединены, прям очень интересная получается история. Дальше также тамбурными стежками делаю цветочек в центре. Девочки, у меня сейчас, сами знаете, наверняка и у вас тоже, у многих, на даче самое закрытие сезона, очень много работы, поэтому я это видео, ну, разделю на 2 части. То есть часть я буду вышивать вот сегодня, и вторую часть этой заготовки под наволочку я буду вышивать и уже доделывать наволочку в следующем видео, я так думаю, потому что я вообще ничего не успеваю.
Надеюсь, что вы успеваете. Многие пишут, что я, ну вот, все откладываю, закончится дачный сезон, и я тогда возьмусь рукоделить. А у меня как бы не получается. Мне нужно и видео делать, и огородничать. Вот это вот называется французский узелок на ножке, на такой получается. Видите, мне очень нравится. Он очень симпатично смотрится. Такие вот как листочки или тычинки, какие-то пестики. Не знаю, как это называется. Ну, прикольно, короче. Следующий квадратик после того, как этот вышел, я решила вышивать, начать желтыми нитками. И, девочки, по-моему, я изобрела какой-то новый декоративный шов. По крайней мере, я ни у кого такого не видела, чтобы получалась такая, как шестеренка. Делаю, как будто вот козликом я вышиваю, но при этом я заматываю нитку вокруг иголки вот в разных направлениях. И смотрите, какая получается интересная история. Такая, как будто зубчики у шестеренки, и они все эти держатся, тоже какой-то узелковый шов получается. Мне очень понравился результат, и я показывала и сыну, и мужу, и они все сказали, что ну здорово, интересно смотрится, действительно как шестереночка, а при этом делается ну, достаточно быстро. Короче, если вы такой видели шов, напишите мне. Но мне кажется, что я разные смотрю видео с разных вышивальных каналов. Может, я где-то что-то неосознанно слямзила, не знаю. Но мне кажется, я такого не видела. Немножечко надо придерживать нитку, потому что иначе там узелок этот может раньше завязаться. Но вот я попробовала и не придерживать, и все равно ничего так нормально получается. Но иногда приходится подтягивать. Если придерживать нитку немножко, то лучше получится. Как с французским узелком мы вот придерживаем нитку, и здесь тоже надо подтягивать немножко. В результате вот эта вышивка на красном получилась вот такая. Они простенькие, видите? Совсем простенькие, но при этом в результате получается интересный вид всей наволочки. Здесь я вышиваю козликом. По-другому этот шов называется русский крест. Совсем тоже один из базовых и очень простых. На него и ниток немного тратится, и шьется он очень быстро. Просто находка. Я не знаю, кто его изобрел, но прямо ему респект и уважуха, как говорят. Очень мне нравится этот шов. Он такой заполняет хорошо пространство вышивки. Но видите, я 2 кружочка сразу сделала разного диаметра для того, чтобы у меня получались эти крестики одинаковой высоты, чтобы мой кружочек был хорошо заполнен одинаковыми ровными стежками. Вот такой в результате получается ободок из оранжевых крестиков. И дальше я делаю здесь французские узелочки. Решила сделать, потому что он все-таки достаточно простенько смотрится. Я решила его как-то украсить. Вот так делать. Я вам показывала французский узелок на ножке, а этот просто обычный. 2 раза обвиваю нитку вокруг иголки и затягиваю этот узелок. Можно одно обвитие делать, можно 3. В этом случае он получится более объемный. Мне очень нравится этот стежок. Мне вообще очень нравится вышивать. Чего уж там скрывать. Потому что делаешь то, что умеешь, то, что как-то успокаиваешься. Я, например, вот вязать не люблю. Я в детстве только училась вязать, а дальше не люблю. А вышивать прям вот это мое. Мне интересно придумывать рисунок, который будет, какими стежками я буду вышивать. Подбирать цвет ниток для того, что у меня получится. Девочки, вот в результате пока вот только 3 вышивки у меня, 3 вышитых квадратика. В следующее воскресенье будет продолжение этой работы. А пока, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, пишите свои комментарии, я им всегда очень рада. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны на мой канал. И огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца.